Ну, можно начать с претензий к разработчикам. Поручение было дано в октябре 2012, а к нам вы приходите в феврале 2015. Вот почему так долго? 2,5 года, такой короткий закон и такая перезревшая проблема. Может быть, надо, когда докладывается закон, сообщать, кто мешал его скорейшего принятия. Еще когда началась реформа нашей науки, я высказывал мысль, что все-таки ее построение на базе научно-исследовательских центров, НИИ, не совсем лучшая форма. Потому что за рубежом чаще всего научный центр при вузе, а еще идеальный вариант вообще детский сад, школа, вуз, научный центр и производственная база, чтобы выявить талантливых детей, направить в школы, из школы в вузу, из вуза в аспирантуру, в научный центр, разработки и внедрения. У нас, по-моему, нет такого еще. Хотя при нашей централизации это можно было бы сделать. Но если этого нет, то все равно вот те наши НИИ, которые еще до сих пор существуют и, наверное, должны существовать. Но форма оплаты труда там и построение его, мне кажется, всегда тормозило науку. То есть нам мешает наша такая заскорузлость, как выделить талантливых людей. Вот сегодня выступали перед депутатами все 4 фракции. Большинство депутатов не слушали. Вот я предложил бы здесь счетчик поставить. Ты выступаешь, сколько тебя слушает от каждой фракции. Чтобы он понял, что тебя никто не слушает. Ты что здесь стоишь, 10 минут ты тратишь времени. Я не говорю лишить слова его, но чтобы он, выступая, понимал, что тебя зал не слышит. Как и преподаватель, учитель в школе, всем школьникам и студентам дать тоже счетчики. Чтобы в конце преподаватель увидел, сколько тебя слушало, кто доволен твоей лекцией, твоим выступлением. Это вот наша проблема. У нас учителя сидят до смерти на своем месте, ученые, а эффективность слабая. Потому что у нас политическая вертикаль власти образует научную вертикаль, образовательную вертикаль. И товарищи сели по вертикали и боятся тронуть низы, чтобы низы потом их бы не, так сказать, не свергли. И в советский период как делалось? Вот. Хочешь карьеру совершить, талантливый ученый, пиши в соавторы своей научной работы твоего руководителя, директора института. И вот использовали труд молодых ученых. Но сам по себе он не мог стать ученым, он должен обслужить был. И пробиться было тяжело, и все места были заняты. Вертикаль. Она хороша, но она имеет большой недостаток. Вот мы сравниваем с Америкой. У них нет вертикали. У них всегда быстрее будет все внедряться. Потому что все решается внизу. Ты утром подал заявление, вечером открывай свое дело. У нас подал заявление, через 2 года откроешь свое дело. Ну, что это за работа? Когда куча чиновников душат любую инициативу. Как и в данном случае в науке. Почему ученые уезжают? Сейчас и финансирование больше. Мы должны это изучить. Где вот социология? Почему продолжают уезжать? Политические причины. Они боятся, что режим изменится в худшую для них сторону. Или на первом месте экономические причины. Я не уверен, что экономические. В основном, наверное, политические. Я уже говорил, я встретил в Европе одного нашего ученого. Он слышит, что по-русски говорят, повернулся поговорить с соотечественником. Доктор химических наук. Вот он уехал в первые годы перестройки. Работает там лаборантом, моет пробирки. Ну, наверное, ему лучше быть зав. Лаборатории у нас в стране, чем мыть пробирки в какой-нибудь Страсбурге или Франкфурте на Майне. Работать надо с ними. У нас же есть рост сотрудничества. Косачев, он здесь сидел. Я всегда его недолюбливал. Ну, что он на новом месте делает? Много он привлек соотечественников обратно. То есть работы на местах-то нету. С ними уже убрали.
Куда его убрали? Ну вот, правильно. Ничего не делал, потому что. А до него кто сидел на этом месте? Вот научный подход к кадрам. Занимают вакансию. А может человек работать на этом месте? Должен быть научный подход. Надо ли нам 450 депутатов, если в зале сидит ровно половина? Надо определять количество единиц по работающим. Вот сколько работает? Все, давайте сокращать. До тех пор, пока будут только те депутаты, которые работают, а не те, которые числятся работающими. Представляете, сейчас врачи бы ушли из больницы, да? Больные подняли бы восстание. Где врачи? А депутат ушел куда-то, гуляет, свои дела делает. Потому что у него нету обязательной работы. Значит, надо советскую систему вернуть. Приезжайте голосовать, а так на свою зарплату продолжайте работать там. То есть научный подход. К регионам научный подход. У нас их 85, может быть, всего 40 надо. Это вот везде должна быть наука. И ученые должны помогать. Они не помогли нам с перестройкой. Они ничего не сказали. Они не предупредили Горбачева об ошибках. Они его не критиковали. Все наши ученые, обществоведы. Вот это самая большая ошибка нашей современной политической науки. Политологи, везде политологи, толку никакого нету. Они же не приходят к политическим партиям. Чем они занимаются, эти политологи? Сколько на них денег тратится? Поэтому надо обязательно закон этот принимать. Мы примем. Но надо дать больше свободу творчества ученым и правильно стимулировать, материально стимулировать их труд. Не стесняться, не бояться дать денег больше молодым ученым, потому что мозги хорошо работают до 30 лет. После 30 лет трудно рассчитывать на какие-то гениальные выкладки. Все великие открытия были до 30 лет. После этого ученых отправляют на пенсию, пусть пробирки моют. А давать дорогу молодежи, как это делаем мы в ЛДПР. Спасибо, Владимир Вольфович.